Сегодня мы будем делать шанги. Это традиционное, моя бабушка делала, бабушка Маша это все время. Я считала, что это сибирское блюдо, потому что она выросла в Сибири. Значит, фактически это лепешки из теста с картошкой. Сначала мы... Лепешки? Да. Это просто тесто? Ну да, тесто с картошкой, фактически. Сначала мы почистим картошку, поставим варить, сделаем картофельное пюре. А ты не помнишь, когда мы были в России, ты ела шанги? Не помнишь? Я не помню. Я помню, когда ты в Америке делала. Я в России не помню. Когда бабушка Маша делала, ты не помнишь? Нет. Да? Сколько картошки обычно? Только для лепешек нужно совсем немного. Я варю побольше, чтобы потом можно было использовать как картофельное пюре, как гарнир. Вообще, это блюдо хорошо Гарнир делать... для этой блюда? Гарнир для мяса, например. Вот гарнир. Okay. Да, гарнир это как сайд-диш. Поняла. То есть, например, я сегодня делаю утку, можно сделать утку с картофельным пюре. Вообще, шанги хорошо делать для того, чтобы продукты не пропадали. То есть, например, по идее, сегодня можно было сделать картофельное пюре как гарнир там, с мясом или с уткой, а на следующий день, завтра, что останется от гарнира, потому что он уже будет сам по себе не очень вкусный, а можно сделать шанги. И тогда это будет вкусно, и продукты не пропадают. А когда свежая картошка, значит, вкуснее или не имеет смысла? Но она будет, я думаю, что еще вкуснее. Но... Еще вкуснее? Да. Если варить картошку целиком, то уйдет довольно много времени. Поэтому ее надо порезать на более мелкие части, тогда она быстрее сварится. Значит, теперь я налила в кастрюлю водой, и я вот так просто разрезаю на мелкие части, просто потому что она тогда быстрее сварится. Иначе мы будем ждать очень долго. Я уже голодная. У меня нет терпения. Значит, ставим варить, добавляем немножко соли. И пока картошка варится, я поставлю тесто. По идее, я использую тесто для шаник такой же, который я делаю для пиццы. Но традиционно я посмотрела, там рецепт немножко другой. То есть он на молоке или на молоке с водой. Добавляется немножко масла и сметаны. Поэтому я сегодня делаю... Значит, я вот подогрела немножко молока. Как ты помнишь, это дрожжевое тесто, поэтому оно быстрее поднимается в теплой среде. То есть молоко теплое, и мы добавим примерно такое же количество теплой воды. Так, теперь мы добавляем соль, сахар. Дрожжи. Да. Просыпайтесь. Обычно тот, который в пакетиках, один стандартный пакетик. Достаточно. Они живые. Я их боюсь. И вот я так подозреваю, я точно не знаю, как моя бабушка готовила, но я сейчас вспоминаю, вспоминаю ее тесто, я думаю, что она тоже вот добавляла, то есть я добавлю сегодня немножко сметаны и немножко масла. Почему по-русски масло и то, и другое? И баттер, и ойл? Да. Я не знаю. Нет, я почему-то думала, что яйца тоже надо. Нет? Яйцов не надо добавлять? Не обязательно.
Это не главный компонент. Некоторые рецепты есть с яйцами, но совершенно не обязательно. Так, и теперь добавляем муки. Сначала я обычно веничком взбиваю, немножко добавляю. У нас есть еще мука? Есть. Ты испугалась, что не хватит? Да. Окей, нужна еще мука. Еще мука. И мы не меряем, да? Ты просто знаешь, потому что ты волшебная ведьма. Можно так сказать? Или это... Это не очень хорошо звучит по-русски. Как хорошо сказать, чтобы звучал как комплимент. Волшебница. Окей, ты волшебница. Ты не ведьма. Окей, сейчас пора немножко руками это все. Я хочу. Ты обманываешь. Это просто игра. Что? Я не думаю, что ты этого хочешь. Ну, мне это нравится. Когда ты последний раз это делала? Я боюсь сама делать. Если ты будешь смотреть, хочешь держать камеру, я буду это делать. В следующий раз. Так, вот оно жидкое, явно, что нужно больше теста. О, двигается, потому что живая. Так, и теперь, значит, надо его замесить так, чтобы оно было одним довольно, ну, примерно вот такого же качества, как я делала для пиццы. Оно будет немножко более, как бы, тяжелое для пиццы, потому что я не добавляла туда сметану, я не добавляла. И для пиццы оно было на воде, а это я сделала на воде с молоком, Да. добавила немножко сметаны и масла, поэтому оно будет немножко другое, но мне кажется, в таком виде оно будет ближе к тому, вот как моя бабушка Маша делала. А что еще бабушка Маша готовила? Она делала Пельмени, да? пельмени, они делали втроем, когда ее сестры были живы, бабушка Аня, бабушка Дуся. Как ведьмы. А как это получше сказать? И они, когда приезжали втроем, то они делали пельмени. А еще она делала по утрам такие булочки с растопленным маслом. И Про это, это часто говоришь. и это мне надо, наверное, придумать и что-то сам, потому что, опять-таки, она мне рецептов не оставила, но надо придумать. Так, хорошо, теперь оно у нас слиплось. Я его вот так вот оставлю. Сейчас, может быть, чем-нибудь еще накрою. Оно, пока варится картошка, будет стоять, и оно должно немножко набухнуть. Я думаю, картошка сварилась. Я обычно проверяю ножиком, чтобы она была мягкая. И да, все проходит. Значит, теперь мы выключаем, сливаем воду. То есть это как обычное пюре картофельное. Так. Теперь толкушкой. Да, так она называется, толкушка, разминаем. Толкать. Да. И теперь я туда добавляю молоко и сливочное масло. Значит, молоко я подогреваю, я уже поставила на 30 секунд в микроволновку, потому что если добавить холодное молоко, оно может, картошка может поменять цвет. То есть я... Да, иногда так Да, бывает. поэтому теплое молоко добавляем. Сначала половинку, немножко масла. Какое масло? Сливочное. Сливочное. Да. Размешиваем. Теперь остаток молока тоже добавляем. Вот, размешиваем. Получилась вот такая красивая, пышная масса. Сейчас я это выложу и еще немножко масла добавлю. Ну, ты оставишь для гарнир. Да, потому что для шаник нам столько не нужно. Поэтому мы можем съесть еще на обед или на ужин картошку. Так, и сверху еще немножко масла.
Вот. А тесто, оно у нас немножко поднялось. Мгм. Еще минут 10-15 подождем и начнем лепить. Картошка уже готова. Так, ну теперь тесто хорошо поднялось, оно стало более пышным. Вот, и теперь мы начнем уже делать наши шанги. Оно такое мягкое. То есть вот из-за того, что я делала его на молоке и добавляла, Мгм. оно немножко более как бы тяжелое, чем то, что я делала для пиццы. Но это я сделала, потому что оно традиционное такое Мгм. для шаник. И теперь мы, значит, разрезаем на небольшие вот такие кусочки. Я не поняла, картошка идет внутри или просто на... Она сверху идет, Сверху. да. Значит, и, значит, из каждого кусочка раскатываем небольшие такие лепешечки. Мгм. Мне очень нравится это слово лепешечки. И кладем сразу же на противень. А ты тут масло? Да, я спреем побрызгала, чтобы оно не прилипало. Это как печенье, они наверх, как это сказать, не вырастут. Они поднимаются немножко, да. Поднимаются. Столько много можно сделать с тестом. Да, тут практически безграничное количество вариаций. Да. А еще шанги можно сделать с творогом, но Это тогда то же самое, то есть то же самое тесто, но и тогда можно делать сладкие, можно в тесто немножко больше сахара добавить. Не надо, но- мне кажется, так вкуснее. Моя бабушка в основном делала с картошкой. Как сказать savory по-русски? Вместо сладкое. Есть sweet, есть savory. По-русски сладкое и... соленое? Не, это salty. А savory, ну, как мясо. Как... Когда... Не знаю. Мне надо подумать, я не знаю. Теперь мы сделали лепешки. Теперь мы на каждую лепешку кладем Картошку. картошку. Так распределяем. И Масло растаяло, такое красивое. А сыр еще или нет? Я придумала. Я добавляю сыр. В оригинальном варианте бабушка моя, она без сыра делала. Может, попробуем некоторые Сегодня сыры, некоторые без. Хорошо, давай так сделаем. Давай половину сделаем Эксперимент. по бабушкиному варианту. Половину. А какой сыр? Моцарелла? Я, да, моцареллу просто использую. Надо Марусю покормить, она из этого кричит. Почему ты вдруг вспомнила про Марусю? Потому что она там, как сказать, пикает. Как сказать? Пищит. Пищит, да. Картошка у нас почти вся ушла. Так, значит, теперь давай, мы решили, что мы половину добавим. Да, у нас эксперимент. Значит, вот на эту половину, на этот мы добавим немножко сыра. Очень осторожно, совсем чуть-чуть. Немножко просто для вкуса, да. Мгм. И теперь я еще мажу яйцом. Яйцом? Ну, я обычно желтком. Лучше еще сметану добавить. То есть Хочешь сюда повесить? Давай. Значит, желток. Значит, сюда мы собираем белок, потому что я его потом использую куда-нибудь. Хорошо, мне очень грустно, когда люди выбрасывают это. Так, все. Вау, я так... Мне надо научиться. И этот белок мы потом используем. Сюда еще я добавлю сметану немножко. Теперь это размешаем.
Вот этой смесью помажем сверху все наши булочки. Это ты придумал или бабушка Маша так делала? Я же, когда была маленькая, я никогда не наблюдала, как она готовит, поэтому я не могу даже сейчас сказать. Но я просто желтком смазываю. Вот, ну, поскольку это можно просто желтком, я думаю. Просто сметана это в дань тому, что это как бы сибирское блюдо. Туда клали сметану всюду. Да? Я думаю, это просто русское. Ну и в русской культуре тоже. Сметана как кетчуп в американской. Так, все. Теперь мы кладем в духовку 425 градусов, где-то минут 15, я думаю, у нас на это уйдет. Хорошо. Вау. У нас было 2 подноса. На одном приготовилось раньше, второй еще чуть-чуть надо подрумяниться, буквально несколько минут. Так бывает. Почему-то распределение температуры, видимо, не очень равномерное. Но вот это вот готово. Значит, последнее, это, по-моему, те, которые мы не добавляли сыра. Да, это без сыра. Значит, последнее, что делала моя бабушка. Всех их съела. Никому не давала ничего, смеялась. Она вот так вот делала небольшие надрезы, и потом сверху клала еще масло. О, из-за этого так вкусно. Теперь я поняла. И... О май гаш. О, окей. Я думала, для каждого такой кусок. И он будет как бы таять и распределяться по картошке. Да. Супер. Так, ну вот и на втором подносе тоже уже готово. Это вот с сыром. Еле видно, ну да. Ну здесь вот видишь, да. вот этот кусочек, оно видно, что это сыр расплавился. То же самое мы снимаем. Можно наверное, надо немножко подождать, потому что они сейчас очень горячие. То же самое мы добавляем масло. В этот раз только 2 раза делаю. У нас эксперимент, мама. Должно быть все одинаково, кроме сыра. Как ты думаешь, что вкуснее будет? Не знаю. Все, скоро можно будет кушать. Ура! Спасибо.